Привет! Сейчас я расскажу, как абсолютно каждый человек может научиться трейдингу и зарабатывать на рынке, зная всего два параметра свечи. Эта оценка займет всего 10 минут времени. В этом видео вы узнаете, что такое свеча и какую информацию несет в себе дневная свеча, о чем нам говорят ее тени и диапазон, почему так важно закрытие дня и как использовать эти минимальные знания в торговле для получения прибыли. Когда вы приходите на любой рынок и открываете любой график, первое, что увидите, это свечу. Свеча – это след от пройденного ценой пути за определенное время. И для того, чтобы делать деньги, достаточно оценивать дневную свечу. Давайте посмотрим, как она выглядит и что означает. Вот наша свеча. Этот след отображает любой промежуток времени, но для анализа мы будем всегда брать дневной график, так как он несет в себе максимум информации. Так выглядит свеча, тень свечи, тень верхняя, тело свечи, открытие, закрытие, минимум и максимум. В виде бара это выглядит так. В этот день продавец начал активные продажи, но сил у него не остается. В какой-то момент инициатива переходит к покупателю, и он активничал почти до самого окончания дня, когда небольшие продажи образовали короткую тень, и мы здесь делаем такой вывод. Покупатель в этот день показал силу, закрывшись почти на самом верху. А теперь дневная свеча продаж. Здесь у нас открытие, здесь закрытие. Это тело свечи, минимум свечи, максимум, нижняя тень и верхняя тень. То же самое в виде бара. В этом же случае покупатель в какой-то момент дня начал давить выше цены открытия, но потом инициатива переходит к продавцу, и он активно продавал весь день, но в конце дня покупатель начал поддерживать цену и поднял ее, не дав закрыться в самом низу, образовав вот такую вот немалую тень. То есть мы делаем вывод, продавец показал хорошую силу, но не явную, потому что покупатель все же среагировал, и закрытие было с приличной тенью. Сравним две свечи покупок. Эту и вот эту. Если мы говорим о нижней свече, у нас здесь широкий диапазон и закрытие под самый занавес, то есть подтверждена сила. Если говорить о верхней свече, то с самого открытия покупатель толкался наверх, но закрылся день вот так, то есть с давлением продавца. Здесь у нас слабость. То есть в обоих этих случаях мы говорили о силе и слабости покупателя на основе пройденного за день пути и закрытия свечи. То есть в этом случае цена прошла широко и закрылась сверху. Это сильный покупатель. Здесь широкий диапазон, но в конце дня появилось какое-то небольшое давление продавца. Это не явная сила покупателя. В этом же случае мы говорим о сильном широком диапазоне и закрытии снизу. Сильный продавец. Здесь узкий диапазон, и в конце дня появилась какая-то инициатива покупателя. Это слабый продавец. Так почему так важно сильное закрытие? Дело в том, что сила вам говорит не только о победителе. Сильное закрытие означает хорошую вероятность продолжения движения. А это, как вы понимаете, про деньги. Но что еще важно понимать при анализе свечей? Помимо того, что внутри каждой есть покупатель и продавец, просто слева победил покупатель, а справа продавец, необходимо учитывать, что эта тень – это не только давление покупателя и продавца, но и уровень. Здесь им интересно было начать покупать и продавать. И еще раз, эти тени – начало диапазона свечей. Покупки шли вот отсюда, не вот так. Здесь то же самое. Давление было покупателя вот отсюда, не вот так. Поэтому для нас это будут уровни. Мы всегда держим в голове, что границы дневного диапазона сами по себе являются уровнями. Например, как здесь. Ну вот мы видим границы D1 как уровень. Вот здесь, к примеру, верхняя часть. Ну или вот так. Теперь у вас есть два инструмента. Это диапазон свечи или ее тени, которые говорят об уровнях интереса покупателя или продавца, и закрытие дня, которое говорит о вероятности продолжения движения цены в определенную сторону. Применим их в торговле. Порядок очень простой. В конце дня вы открываете графики и смотрите, как завершаются дневные свечи на валютных парах. Это займет у вас не больше 10 минут. Это дневной график доллар-канадец. Вы видите эту свечу, у нее широкий диапазон, закрытие под занавес дня. Здесь сильный покупатель. Вы видите, что покупки начались вот от этой зоны. Это начало диапазона свечи. Это уровень интереса покупателя, и эта зона важна тем, что опирается
на уровень поддержки. На следующий день цена без откатов шла вверх, то есть движение было продолжено на основе силы закрытия и уровня интереса покупателя. Два инструмента. Депозит составлял $1000, риск $200. Вы видите, как я заходил в покупки по мере движения цены и мой выход из сделки. Так цена прошла на следующий день и чистая прибыль составила $2000. Подробнее об этой простой стратегии я рассказываю в бесплатном телеграм-канале, ссылку я оставлю в описании. Однако не все сильные свечи нужно торговать. Более того, можно торговать и слабые. Разные закрытия дня делают свечи абсолютно разными, и многие начинающие трейдеры не могут в них разобраться. На самом деле есть простой способ их ранжировать и абсолютно каждую применить к анализу и торговле. Об этом я и расскажу в следующем видео. А если вы хотите понять, как разогнать депозит одной сделкой быстро и безопасно по этой же методике, смотрите вот в этом видео.